Глобальная эвакуация. Железный занавес уже опустился. Полная задница. Спать, возможно, придется на полу. С голоду не сдохнет. Скажу, что нам следует сделать пошагово. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Добрый день сегодня говорить не буду, потому что он нихера не добрый. Новости все тревожнее и тревожнее. И, в общем, капкан сжимается, и удавка на шее затягивается. Ну, давайте обо всем по порядку, приготовьтесь, пристегните ремни, будет сейчас потрясывать. И, кстати, перед тем, как смотреть этот выпуск, вот прямо сейчас отправьте ссылку на этот выпуск своим родным, близким, чтобы они тоже были под надежной защитой. Сегодня слишком много плохих новостей, очень много, и прежде всего, чтобы вот настроиться все-таки на рабочий лад, я скажу одну хорошую новость, блядь, QR-коды отменили. Тот, кто беспокоился, что его чипируют, отправят в концлагерь, в цифровой там или какой-то там, все, ребят, можете вообще не беспокоиться. Итальянское издание одно написало, что Путин за 48 часов отменил ковид по всему миру. Все! В информационной повестке ковида больше нет. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Глобальная эвакуация. Если ты ничего не знаешь об этом, то сейчас узнаешь. Приготовься. Из России массово убегают айтишники. Все IT-компании уезжают куда угодно. Турция, Болгария, там Хорватия, куда угодно, Армения, Казахстан и так далее. Куда угодно. Все. Почему? Потому что IT-бизнесы международные, а санкции блокируют возможность IT-компаний работать, вот они убегают. Правительство отвечает экстренными мерами и вводит небывалые формы для того, чтобы остановить это бегство, остановить эту глобальную эвакуацию. Итак, IT-компании, сотрудники IT-компаний не призываются в армию. Раз. Льготная ипотека. Два. В общем, короче, меня сейчас айтишники смотрят. Ребят, напишите мне, вы остались из-за льгот, которые правительство ввело, или вам это все до фени? Вот интересно, сколько ребят останется, а сколько ребят все-таки ку-ку. Про газ. Значит, в Европе газ стоит уже более $2000 за 1000 кубов. Что это такое? Что это за цена? Ребят, год назад цена была $200, то есть рост в 10 раз. Однако, может ли воспользоваться этим Россия? Скорее нет. Прокачка по транзитным магистралям останавливается. Вы знаете, Северный поток так и не запустили, прокачка по многим транзитным трубам останавливается, поэтому радуемся виртуально. Цены высокие, но газ не идет. Одно хочу сказать, в информационной повестке постоянно там: вот, газ высокий, Россия зарабатывает. Ребят, ну вы понимаете, если цена есть, котировка, да, но газ физически не идет, то кто-то другой зарабатывает, кто спекулирует там, а Россия ничего не зарабатывает. Поэтому мы можем сколько угодно тут радоваться, злорадствовать, что газ высокий, там европейские потребители платят высоко. Ребят, давайте так, вообще, когда цены высокие, когда в 10 раз что-то растет, это не может быть хорошо, понимаете? Логистические цепочки рвутся, товары дорожают, домохозяйства беднеют и так далее. Да что тут это плохо, это однозначно плохо, поэтому не надо радоваться, что у соседа корова сдохла, не надо радоваться, что у соседа газ подорожал, не надо радоваться этому. Центральный банк ввел 30% комиссию при покупке долларов, евро, фунтов и других валют недружественных стран, ну те, которые санкции объявили. Это все на бирже. А на биржах некоторые умники, да, частные лица, да, покупали курс, так сказать, по сниженной цене, так вот теперь не сможете. У кого есть доллары в России, кто когда-то их вот купил, ну, в общем-то, вам будет сложно им воспользоваться на международном рынке, никуда платить ими нельзя. Поэтому доллары, которым теперь никуда платить нельзя за рубеж, называется теперь русский доллар. Зачем он вам? Ну, непонятно, он так, что ли, как музейный экспонат, но в принципе, или как средство такой вот спекуляции. Страна, Россия стремительно переходит от доллара, от евро, от фунтов и от прочих вот этих вот валют коллективного Запада в другие валюты. Например, юань. В мире сейчас происходит тотальная перезагрузка финансовой системы. Бреттон-Вудская система, которая возникла после Второй мировой войны, она трещит по швам. Вот и все. Китай инициирует иную систему. Но чтобы инициировать иную систему, надо разрушить
существовавшую, ну, как бы, разрушить. И коллективный Запад, и Китай сейчас, ну, вот они как бы вот борются друг против друга. Россия оказалась вот на такой передовой. Вот интересно, относят ли люди сейчас деньги в банк? Сбербанк дает 16-21% по вкладам годовых, да? Газпромбанк 17-21%, открытие до 22%, ВТБ аж 23% годовых дают под вклад. Поэтому, конечно, я рекомендую купить просевшие акции, но биржа закрыта и не дают купить народу акции. Те, кто надо, они могут купить, а народ не может. В общем, я настаиваю, чтобы биржу открыли, и чтобы простой народ тоже мог докупить акции в свой индивидуальный пенсионный фонд. Ребят, я вообще, ну так скажу, вот Минфин тут выпустил такое заявление, что покупка акций российских компаний, сильно просевших сейчас, это неплохое, хорошее даже долгосрочное вложение. Я с этим согласен. Поэтому как только биржу откроют, пожалуйста, подготовьте кэш, если вот у нас, вот, если у вас есть, и закупите эти акции. Это будет отличный пенсионный фонд. Nestlé и Danone остаются работать в России. У Nestlé и Danone очень много заводов в России, пищевых. Всякие чипсы, там, йогурты, там, ну, все. Вот, поэтому они остаются и будут работать. Вы знаете, значит, это хорошо, значит, с голоду не сдохнем. А вот Икея объявила, что закрывает все российские заводы. Так что мебели, ребят, не будет. Поэтому спать, возможно, придется на полу. Приготовьтесь, там, матрасики или если что. Не знаю, ну, вот такие новости. Я не знаю, какая-то она, я не могу ее вот оценить. Она хорошая, плохая. Ну, давайте дальше. Основное, о чем меня просят все люди в директ, там, везде, там, во все каналы связи, это дать долгосрочный прогноз, чтобы обрести хоть какой-то вектор, хоть какую-то стабильность, чтобы хоть за что-то зацепиться. И я дам сейчас этот прогноз. И даже скажу, что нам следует сделать пошагово. Итак, поехали. Первое. Нам необходимо признать, что у нас полная задница. Вот взять и признать: да, мы попали в переплет, который оказался сильно хуже, чем, ну, мы готовы, или мы готовились, я не знаю, кто как готовился, вот и все. Надо признать это и отбросить иллюзии, которые возникают в силу того, что мы все еще помним, как было тогда, вот, когда вот свет звезды, вышедший из звезды много лет назад, вот мы все в нем. Ребята, звезда сейчас испускает другой свет, и когда он дойдет до нас, жопа наша будет гореть синим пламенем. Приготовиться, что выход из этой задницы будет очень длительным и будет колбасить. Наберитесь, ну, терпения, что ли, да, наберитесь. Выход будет, но только через турбуленцию. Третье. Необходимо сейчас поддержать население, не делать жесткий финансовый прессинг, там кто-то кредит не отдал вовремя, изымаем у них, значит, жилье и так далее. Ни в коем случае. Я-то помню в 90-е годы, что было, когда посадили страну на отсутствие денег, бартер везде, я не знаю, это был ужас, это была катастрофа. В 90-е ВВП упал на 20-30% вот на пустом месте, просто потому что взяли, убрали кэш, убрали деньги и начали вот всех дубасить. Ни в коем случае. Поддержать население, субсидировать ипотеку, чтобы ипотека не была не такое жесткое и сильное, не такое глубокое, да? Поддерживать ослабевшие, там, не знаю, слои населения, кто не может сам о себе позаботиться. Надо это делать. Бизнесу быстрее индексировать зарплаты, обязательно смотреть на продуктовый набор, ну, то есть на продуктовый, на, ну, потребительский набор, чтобы поддержать людей. Обязательно. Четвертое. Правительству следует избегать сейчас резких мер, как они привыкли. Там бабки в бюджете закончились, пойти бизнес накрячить, там, говорить, подоить его. Поэтому в этом смысле правительство уже принимает меры. Там Мишустин объявил о том, что на малые предприятия там мораторий на налоговые проверки и так далее. Там, но чтобы это не осталось на бумаге, короче, чтобы были реализованы все эти вещи. Понимаете, что если сейчас трясти бизнес ослабленный, ну, ребята, его вытрясли вот во времена ковида, сейчас еще если его потрясти, то вообще ничего не останется. Поэтому очень осторожно и бережно. Пятое. Нам всем
Придется серьезно поменять уклад, в котором мы живем. Но мы уже поняли, что то, как мы жили раньше, это вот привело нас сюда. Если мы хотим каждый раз оказываться в такой жопе и потом выползать, ну, слушайте, наши дети тогда, наши внуки будут вот так же но это же вот не то, что мы хотим. Люди уезжают, люди не чувствуют причастности, потому что, ну, они жили как временщики, типа временно побудем, потом свалим когда-то. Вот приходят, когда сложности, там, и говорят, пора валить. Нам придется пересмотреть многое, как мы живем, с кем мы живем, кто и чем командует, кто нами командует, а может быть, нам самим следует командовать своей жизнью, да, взять руки. Наша ответственность, наши руки, наши строительные материалы, мы сами, все. И хотелось бы, чтобы в этом каждый поучаствовал. Вот моя хата с краю — это больше не канает. Не получится отсидеться, не получится. Многие из нас, в общем-то, пробовали применить это, но вот видите, где мы оказались, поэтому не получится. Каждый перестраивает свою жизнь, каждый строит вокруг себя такую жизнь, которую хочет. Возможно, сейчас то самое время вот принять, да, настроиться на то, что и построить такую страну, как мы реально хотим. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.